Снова я, и сегодня особенное место. Отправимся в путешествие по самому модному городу Советского Союза. Город, где по легенде зарыт мистический камень бессмертия, где до сих пор живы духи пленных татар и ходят легенды о тайных подземельях под собором, где есть свой Кремль, древний собор, следы масонов и потрясающая атмосфера старины. Город, который французы сожгли дотла, и это не Москва, а город Верея. Погнали! Ну что, вот она и автостанция. Отсюда я и начинаю прогулку по Верее. Ох, как я сюда добирался, расскажу вам. Это целое приключение, чуть попозже расскажу. Городок крошечный, меньше 5000 жителей, но с богатой историей и каким-то, знаете, таким особым настроением. Кстати, слово Верея в старославянском — это деревянные столбы, которые ставили у ворот. Получается, что это означает вход. Вот она, площадь центральная городская, торговые ряды. Площадь, кстати, называется Советской, а когда-то называлась Торговой. И не зря, как вы уже поняли, каменные вот эти торговые ряды начали строить еще в 18 веке, после того, как Екатерина II утвердила план города. И это единственные торговые ряды конца 18 века, которые сохранились в Подмосковье по сегодняшний день. Раньше здесь кипела жизнь, внутри двора шел большой-большой базар, летом устраивали ярмарки, купцы приезжали из Москвы, Тулы, Боровска. В общем, центральная часть города, центр притяжения. Еще на площади ставили карусели, украшали, гуляли. В общем, ели пряники. И трудно представить ярмарку без чая. И вот любите, если китайский чай, загляните в чайную Янгуан. Это не просто магазин, а целый мир вкусов, доступный онлайн. Ссылка будет в описании. После революции уже в торговых рядах открыли магазины, а в 1941 году во время войны здание очень сильно пострадало. Ой, я зашел на рынок, а это вообще, посмотрите, сколько народу. Это вот рынок в торговых рядах. Время, скажу вам, 12:30 сейчас. Очень много народу. В общем, торговые ряды продолжают свою работу. Торговля идет полным ходом. Восстанавливали торговые ряды уже где-то в 90-х годах, а площадь вот эту всю совсем недавно восстановили. Впереди вот показываю белое здание. Это у нас бывшая гостиница, здание 18 века. А слева от нее часовня. Мы к ней еще вернемся, когда как раз таки прогуляемся по городу, посмотрим, что тут, как тут. Пойдемте через сквер памяти. То, что вот это автовокзал, вы уже знаете. За ним находится сквер памяти с братскими могилами и могилой расстрелянных комсомольцев. Это уже такая память о войне. Кстати, вот они порядок привели брусчатку. Вернее, не брусчатку, а выложили булыжником. Но она уже, смотрите, в каком состоянии. Все это отваливается, разваливается. Вот как-то так. Ну, по крайней мере, наверное, +1 в том, что здесь не просто какая-то большая парковка. Машины стоят, видите, слева и справа. Ну, лучше пусть так, чем автомобили все будут занимать. Пойдемте уже в сквер, посмотрим, что там в сквере у нас, как все устроено. Зеленый, небольшой, стоят памятники. Так, сквер памяти, табличка. Это, наверное, памятник летчикам, скорее всего. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины. 41-45 год. Фамилии, имена тех, кто погиб. Это вроде как часовня. Там уже идет, видите, обелиск. Посвящен он войне против французов. 1812 год. Это памятник партизанам города Вереи. Старший батальонный комиссар Иван Грязнов погиб смертью храбрых в борьбе с немецкими захватчиками.
А вот интересный дом. Это жилой дом, хотя ему больше 200 лет. Представляете, 200 лет. И в нем до сих пор живут люди. Когда-то этот дом был купца Нечаева, он жил тут с семьей. Причем он большой, видите, какой длинный. На первом этаже пекли хлеб сидный и бублики. Я представляю, какой здесь аромат стоял. Ну и лавка у Нечаевых была как раз таки в этих торговых рядах, которые я вам показал. После революции уже открыли клуб, показывали кино, потом появился первый в городе драм-кружок. Дом многое пережил, но остался, как вы видите, живым. Сейчас его подлатают и будет как новенький. Из кирпича весь. Давайте во двор заглянем, посмотрим с торца на здание. Беседка. Это у нас Министерство социального развития. Ага, понял. Еще одно старое здание. Это Верейская средняя школа номер 1. Раньше это была первая женская гимназия и построили ее в 1914 году. Здание, видите, выросло. К нему пристроили соседние корпуса. Само здание вот справа как бы начиналось с угла, а вот это уже пристройка. Ребят, самое время поставить лайк, кто не поставил, и подписаться. Подписывайтесь на канал. Вот видите, какое оно большое стало. Давайте немного расскажу о быте. И до сих пор по городу стоят водяные колонки, колодцы, потому что вода в домах есть не везде. Централизованное отопление тоже не у всех. Вроде бы 21 век, а все еще ведра, дрова. Колоритно, но, к сожалению, очень грустно. Такой город, я думаю, заслуживает чуть большего. Посмотрите, какое движение, сколько машин. Причем, как я и сказал, жителей 5000 всего, а движуха прям такая плотненькая. Много автомобилей. Прям плотничком. Обойдем как раз таки сейчас с вами торговые ряды вокруг. Вот они с правой стороны. И людей прям прибавилось. Может, уже обеденное время. Не знаю, к сожалению, сколько время. Снимаю с телефона. Сегодня не брал GoPro-шку. Знаете, где шили первые джинсы советские? Здесь. В 70-х годах на местной фабрике выпускали джинсы под брендом Верея. Теперь уже нет. Но тогда, я думаю, это была такая целая революция для Советского Союза. Это Комсомольский сквер. Торговые ряды, видите, продолжаются. Какой классный сквер сделали. Посмотрите, сколько детей. Причем такая площадка современная. Я думаю, даже некоторые московские дворы позавидовали бы такому. Там вижу фонтан. Ага, здесь можно, смотрите, книжками обменяться. Почитал книгу, вернул, взял другую. Может, кто-то из дома приносит. Классно. Но детей, посмотрите, сколько много. Общественный туалет есть. И за ним как раз таки стоит дом. Это дом конца 18 века. Еще один свидетель старины. А давайте-ка я сейчас вот пройдусь вот туда. Взглянем на другую жизнь. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но предполагаю, что здесь просто деревянные дома и дорога. Да, точно. Все, вот вышли мы с вами из центра. И здесь уже как в деревне. Ух ты, какая длинная улица. Все, видите, слева, справа там идут дорожки. Как раз таки, наверное, и стоят вот дома. Обычные деревянные. Возвращаюсь, ребята, я в сквер. Переговорил сейчас с местным жителем. Ну, как местный житель. Он живет в Москве, а здесь у него домик. И на выходные сюда постоянно приезжает. Город ему нравится. И действительно, вот это и есть сам центр, а вокруг уже идут такие деревянные дома частные, вот эти дороги. Вокруг очень много деревень.
Короче, ему нравится. Такой, говорит, свой вайб. Деревушка такая, знаете, выходного дня. Приехал на выходные дни, отдохнул здесь душой и телом. Правда, он там работает что-то в огороде. Но тем не менее. Рассказал еще, что вот эту площадь где-то лет 10 назад отреставрировали. И в 90-х здесь еще снимали фильм двухсерийный. Сейчас скажу, что-то конная гвардия, что ли, как тут что-то такое. Забыл, к сожалению. Ребят, это музей города и библиотека. Сам музей расположен в одном из самых старых зданий города. Это вот здание с ротондой с правой стороны. Построили в 1788 году. Строили его как учебное заведение. После революции здесь была школа, позже дом пионеров. А соседний дом, видите, с левой стороны, их как бы соединили. Он принадлежал купцу Митюшину. После революции здесь разместилась редакция газеты, прокуратура, райком комсомола. А сегодня здесь музей и библиотека. В музей я не пойду. Если будете в городе, сами зайдите. Я думаю, много там чего интересного можно увидеть. Вот фонтан. Вот такая приколюшка, смотрите, в виде сердечки. Сердечко, и там крышки собирают. Вот такие штуки установлены часто в Европе. В частности, в Сербии, прям в подъездах, в каждом подъезде есть такая штука. И туда можешь крышечки скидывать. В общем, хорошее дело. Они потом утилизируют это. Ну что, от площади я спускаюсь к реке Протве. Здесь сделали такую уютную прогулочную зону. Есть скамейки, беседки. В общем, такое место для отдыха. Вечером включают фонари. Красиво, спокойно. Отличное место, чтобы передохнуть. Даже сейчас иду. Прохладненько. Запах такой. Уже чувствуется река впереди. Класс. Это еще сегодня солнца нет. Погода, видите, такая облачная. Хожу без солнца. Давайте-ка расскажу я вам, как же я сюда добирался. Это целое приключение. В общем, ехал я сюда 4,5 часа. Сначала ехал на автобусе, потом на метро, потом на электричке. И потом еще раз на автобусе. На электричке ехал 1,5 часа до Можайска, потом пересел на автобус и уже до города Верея. В электричке я отдал 376 рублей. А в автобусе расплатился, кстати, картой тройкой, и 125 рублей это вышло у меня. И автобус, конечно, это нечто. Я думаю, мы взлетим. Такой гул стоял. Просто вот сейчас включаю вам видео, послушайте. Ну, как вам звуки? Потом на полпути автобус сломался. Не закрывалась одна створка двери. В общем, делали ее минут 20, но кое-как водитель сделал. Вернее, не то, что я сделал. Пассажир сидел впереди и постоянно ее открывал и закрывал. Такой, знаете, был в роли кондуктора. Кстати, кондукторов нет. Заходите в автобус, расплачиваетесь картой тройкой, либо вот банковской картой. Наличку не принимают. В общем, вот такая вот поездка. Но мне, честно скажу, город понравился. Я выбирал между Коломной и Вереей. Верея, правильно, Верея, город, окончание на Я. Между этим городом. И выбрал поездку сюда. В Коломне я был зимой, видео, правда, не записывал. Но как-нибудь в другой раз. И я не пожалел, что приехал сюда. Мне понравился. Вот этот центр, ощущается какой-то такой вайб, знаете. Вот реально, вот вайб выходного дня. Сюда приехал, слышите, птицы поют. Классно. Приехал, отдохнул. И про дорогу даже забыл, что я так долго ехал. Давайте расскажу вам легенду.
Говорят, что на месте древнего Кремля зарыт Алатырь камень. Это камень с большой силой. Тот, кто его найдет, может обрести бессмертие. А если просто постоять на месте, то почувствуешь прилив энергии. Еще говорят, что под Рождественским собором есть тайный подземный ход. Именно к камню. Надо узнать, есть ли тут долгожители. Тогда будет сразу понятно, кто нашел этот тайный ход. Город разделен на две части. Река Протва, мост. В 5 минутах отсюда Татарский пруд. Но сначала давайте расскажу еще одну легенду. На Второй Советской улице есть пруд, который называется Божий. Говорят, что там когда-то стояла церковь, и земля была болотистой, и она буквально ушла под землю. В ночь на Ивана Купалу девушки там пускали по воде венки, гадали на суженого. Рыбак. Что поймал? Головлей. Серьезный? А где они у тебя? В пакете лежат. А ты можешь показать, если не трудно? Сейчас Клюет, да? да? Давай прямо сейчас в прямом эфире, как сказать, запишем, что ты поймал. А не вижу твой поплавок. А я без поплавка. А, просто крючок, что ли? Да? А на что ловишь? На хлеб. И прям на хлеб клюет. Да? Ничего себе. Съели. Съели? Да. Какие большие здесь рыбешки? Ну давай покажу. Покажи. А вот твой хлеб, да? Батон и черный хлеб. Ну, мне просто отдали тут батон один. О, я вижу уже. Ух ты. Это что? Головли. Головли? Да. Какие они красивые. А что еще ловится здесь? Плотва, окунь, щука, яйс, жерех, елец, гальян. Ничего себе. Так, слушай, тут прям большой такой выбор рыбы. Ну да. А вот прям я вижу их много. Не знаю, на камеру, наверное, не видно, но вот они прям плавают в водорослях. Ну тут и еще плавали на лодке. Возможно, всю крупную рыбу распугали. А, то есть они еще на лодках ходят здесь. Ну да. Класс. Ладно, спасибо тебе. Хорошей рыбалки. Ничего себе, пацан наловил. Я реально вижу, вот она, прям ее очень много. Но она, наверное, маленькая, потому что вода искажает, кажется, что она большая. Но, скорее всего, она маленькая. Ну, пацан реально крупняк наловил. Молодец. Посмотрите, какая красота. А вот сюда. Ребят, сделаю фотографии вот этого места и выложу в телеграм-канал. Поэтому, кто в телеграм-канал не подписан, подписывайтесь. Я туда часто скидываю видео, фотографии, которые не вошли в тот или иной фильм. Все, мы с вами идем на Татарский пруд. Все, ребят, гулять так гулять. Река Протва у меня позади. Давайте пройдемся по вот этой части городка. Купола — это Богоявленская церковь. Мы сейчас пойдем по этой дорожке, как раз таки дойдем до Татарского пруда. Посмотрим, как люди живут. Ну, эта территория, вот, кажется, как будто бы дачная. Не скажешь, что это город. Как будто бы вот реально где-то на дачах, либо в деревне. Причем в хорошей деревне, потому что асфальт лежит. Какой домик. Дедова калитка. Улица Дорохова. Птицы поют. Вот сейчас я иду, и мне напоминает, ну, чтобы вам было понятно, да, потому что вы видео можете посмотреть, вот с сербскими деревнями. Там тоже есть деревни сербские, и они вот выглядят как вот наши вот такие маленькие города. Везде асфальт, тоже есть православная церковь. Все асфальтировано. Еще момент, только там больше кафе. То есть люди кушают, обедают, там, не знаю, просто сидят в кафешках. Большие территории. Вот это отличает, наверное. А так вот все то же самое. Да, даже детская площадка похожа. Сами можете сравнить. На канале очень много видео про Сербию, из Сербии, про города, крепости.
Так, пруд должен где-то вот быть с правой стороны. Пацанва играет. Цветы растут. В общем, я думаю, вот этим пейзажем вас не удивить. Посмотрите, есть вот такие прям заброшки. Замок висит. Ну хотя цветы в окнах, смотрю, зеленые, значит не совсем заброшенные. Вот домики. Вот здесь уже живут люди. В принципе, вот я и подошел. Это и есть татарский пруд. Этому пруду почти 500 лет. Представляете, 500 лет. И согласно легенде, его вырыли. Так, как мне встать? В общем, его вырыли пленные татары. Иван III подарил их местному князю, но воду из реки им было запрещено брать. В общем, вот они и копали. Много здесь умерло. И говорят, что в туманные ночи здесь якобы появляются огни. И это души тех, кто не нашел покоя. Слышу, там лягушки квакают. В общем, сейчас это просто болото. Болото с историей. Ребят, вернулся я к городищу Валы. Мы сейчас туда с вами заберемся. Пройдемся в центр старого города. Хочу просто пройти здесь, посмотреть, что здесь. Здесь вот видите, уложили также булыжник. И все, и забор. По факту это тупик. И там можно прогуляться тоже, я знаю. Поделитесь впечатлениями, как вам городок из того, что вы увидели. Напишите, друзья, комментарии. И это очень важно для меня, потому что это помогает понять YouTube, что видео интересное. Если не знаете, что написать, просто напишите Верия. Сразу вам большая благодарность за это. Также не забудьте поставить лайк. Пацан все еще ловит рыбу. Пытается поймать щуку, наверное. Все, пойдемте в городище. Ребят, Пятницкая часовня. Впереди Кремль. В 1704 году Кремль описывали как укрепление 275 метров в длину и 110 в ширину. А вал на западе был 6,5 метров в высоту. По склонам проложены дорожки, стоят памятники. Один из них, это вот видите впереди, это копия скульптуры воин с немецкой девочкой на руках. Оригинал стоит в Берлине. Мы сейчас давайте поднимемся сначала направо, потом сберемся на левый вал. Указатель стоит: Коломна, Руза, Боровск 41. Ух ты, Боровск вообще тут рядом, оказывается. Поэтому сюда купцы приезжали из Боровска. Он даже ближе, чем Москва. И давайте поднимемся сейчас наверх, посмотрим на копию памятника. Я думаю, немногие из вас были в Берлине. Я лично не был, поэтому вживую этот памятник не видел. Но копию мы с вами сможем посмотреть. И заодно посмотрим на красоты города. Это практически уже, наверное, самая высокая точка будет городская. Вот он памятник, немецкая девочка. Солдат, видите, разрубает мечом немецкий крест. Памятник воин-освободитель советскому солдату установлен в городе Верия в 1950 году. Это скульптура, уменьшенная копия 13-метровой оригинальной статуи. Вот он город. Торговые ряды, откуда мы с вами начинали. Посмотрите масштаб торговых рядов. И пойдемте на второй склон. Поднялся я на другой вал.
И вот здесь должен был стоять памятник генералу Ивану Дорохову. Он освободил город от наполеоновской армии. И есть версия, что он был масоном, как и многие офицеры в те времена. Французские масоны якобы щадили дома братьев по ложам. Может быть, и в Верее благодаря этому что-то сохранилось. Кстати, эта версия о масонах очень интересна. И если вы хотите узнать больше о них, то у меня на канале есть видео на эту тему. Посмотрите, если еще не смотрели. Вот здесь стоял памятник генералу. Как вы поняли, он сейчас уже на реставрации. Здесь еще, смотрите, могила стоит. Это... Давайте сейчас с этой стороны я дойду. Это тоже освободителем города, 41-45 годы. Вечная слава героям, павшим за свободу Родины. Да, 41-45 год. Фамилии, имена, даты защитников. И мне интересно, что вот это за могила. Сейчас посмотрим. Не указано, кстати, когда реставрация закончится. Или я просто не заметил. Так, никто не забыт, ничто не забыто. Мазуров Ивлий Дмитриевич, милиционер, происходит из деревни Васильева. Убит кулаками в ноябре 1918 года во время кулацкого восстания в Вышегородской области. И следующий красноармеец местной караульной роты. И третий член Верейского уисполкома происходит из деревни Маденово. Умер от ранений, полученных на фронтах гражданской войны в борьбе за советскую власть. В общем, сюда почему-то троих. Похоронили троих, что ли, здесь. Ну, такой спорный вопрос на самом деле. Убит милиционер кулаками. Если сейчас бы это рассматривалось в современном мире, наверное, милиционер убит предпринимателями. Потому что кулаки кто это? Те люди, которые работали, давали работу крестьянам. В общем, не буду вам ничего объяснять, сами вы все понимаете. И пойдемте сейчас вот туда, на территорию. Дальше буду вам рассказывать. Верейский Кремль. Здесь все и начиналось. Это самое старое место в городе, городище. Раньше здесь была деревянная крепость и княжеские терема. Сейчас остались, как вы поняли, земляные валы и Рождественский собор вот этот. Первая каменная церковь города, кстати. Собор заложили в 1552 году по указу Ивана Грозного. Рождественский собор, колокольня. Кстати, колокольня построена в 1802 году в стиле классицизма. И она выглядела богаче самого храма раньше. Внутри покоится тело генерала Ивана Дорохова. Его похоронили здесь в 1815 году. А после революции, где-то в 1918, захоронение разорили, памятник снесли. Ну и храм закрыли в 1924 году. Давайте с этой стороны посмотрим на него. Красиво смотрится с колоннами. Не понимаю, реставрация идет или нет. Наверное, да, потому что заштукатурено, но как-то все бросили. Ничего не напоминает вам из ролика про масонов? Колонны Буас и Ахин. Вот только не знаю, вот что вот там. Глаз или что-то другое. Ребят, Рождественский собор. Я обошел его с правой стороны, вдоль валов, по дорожке. И дошел до здания присутственных мест. Это 1838 год. Здесь были построены служебные корпуса и тюрьма. И в 1878 году при тюрьме уже построили Владимирскую церковь. И раньше здесь находился психоневрологический интернат. Сейчас здание на ремонте. Окна выбиты. Возможно, там археологические какие-то раскопки ведутся. И давайте прогуляемся вот туда. Посмотрим, что там еще.
Я, конечно, надеялся попасть на территорию и не знал, что сейчас здесь все перекрыто и закрыто. Ага, можно, смотрите, вокруг обойти еще. Вон гамак. А, и не один. 3 гамака, скамейки. Как раз таки там, наверное, вид у нас на реку. И, наверное, тупиковая прогулочная дорожка. Да, там уже тупик. В общем, легли, полежали, отдохнули и пошли дальше. Здесь еще одна смотровая площадка. Вот дорожка пошла, видите, вдоль реки. Вообще можно на велосипеде покататься, просто прогуляться. Классно. Ну, что люди, в принципе, и делают, отдыхают. Вот такая она, Верья. Небольшая, забытая, но с душой. Спасибо всем, кто смотрит и комментирует. Особая благодарность тем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят. Всем пока.